Ну что, друзья, доброе утро. Нас, друзья, с вами приглашают сегодня в суд. Подсудимый сбежал прямо из суда в Южной Африке. Он выбежал в коридор, вылез через окно, спустился вниз с 3-го этажа и скрылся. Ведем репортаж с суда, находимся и ожидаем, что будет дальше. Вождение без страховки. Прикиньте, это не штраф, а вот суд. Вот как в идеале должны выглядеть номера. Если вкратце поделиться, что происходило в суде, вы понимаете, что мне не позволяли там снимать. И было не до этого. Первая моя фраза была: «Да здравствует самый гуманный суд в мире», что ввело моего переводчика в ступор. Шутка, конечно. Самое главное, что мне сказали: не открывать рот, когда тебя не спрашивают, первое. Второе, не говорить такое слово «я не знал». Что произошло? Вчера проверил почту, и вот, обычно письма приходят, да? И когда вот встречаешь вот письма вот такого цвета, как правило, коричневенькие, да? Это значит либо штраф, либо что-то государственное, либо учреждение полицейское. То есть обрадовало мало, но итог какой? Какой итог? Что, открыв одно из извещений, нас, друзья, с вами приглашают сегодня в суд. Так что пойдем и поглядим. Сначала бежим на работу, разберемся, а потом дальше. Hello, my friends! Я рад снова вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Руслан. Смотрите вы «Рулика за рулем». Ребят, вы уже поняли, что у нас происходит что? Происходит, что нас вызывают в суд. Пойдем разберемся. Мне уже стало понятно, что проблемы у нас с номерами. Приходило письмо, чтобы их не отобрали. Вот это уже страшнее. Хотя не хотелось бы поменять имя и не столько деньги, потому что эта серия начинается от 7 тысяч фунтиков. Ну, не в деньгах дело, просто страшно, что отожмут, первое. И второе, что могут попасться штрафные пункты. Какая у нас проблема? Что на оригинальных номерах должны были быть, вот как сейчас вы видите, посткод, серия и спейс, где положено. У меня был номер тонированный, спейс в другом месте, и вот эта серия Russian стоит от 7, а еще с федерацией, правда, это моя фамилия, чуть дороже, ребята. Так что вот, к примеру, на этих номерах, если вы видели серию про Джигана, мы ему готовили, спейс не должен быть здесь, а должен быть здесь, и принта у нас нету ни одних данных. То есть летим, друзья, в город, поработаем чуть-чуть, мне надо в офисе отпроситься, рассказать шефу о ситуации, и потом переоденемся, чтобы не было неуважения к суду, и уже помчимся туда, уже репортаж будет с места неприятного. Короче, суд. Бромли. Погнали. Ваша честь, прошу честь! Ебал я вас и вашу честь! So I think I've got to reapply at another basis. So obviously I'm going to have to come back tomorrow. In terms of obviously the duty solicitor, will I be entitled to that? For, yeah. Hello, madam. I'm not confined. My name is deleted. Может, вы про меня забыли? Yeah. You know when Короче, попытка номер 2. Бэксли уже. Магистрат, Курт. Суд. Сейчас зайду, уточню. Дальше на связи. Находимся, ведем репортаж с суда. Находимся и ожидаем, что будет дальше. Кстати, мне предоставили переводчика. Будем потом разбираться, платный он, бесплатный, но предоставили.
Пока адвоката еще не видел. Друзья, если разобраться, какие бывают номера. Номера бывают просто отпринтованные стандарт. Бывает 3D, как у меня и в этом, и в другом варианте. Также бывает, извините, секунду, бывает 4D. Вы их тоже увидите. Но какая была у меня проблема, друзья? Если вы обратите на этот номер, Space совершенно нигде нету. Нету у нас инициалов, посткода и дилера, кто это сделал, как на моих номерах. Ну что, друзья, вот и закончился суд. Испугался ли я? Обосрался. Что сделали? Обосрался. Да, слегка испугался. Больше испугался, конечно же, за то, что могут отобрать лицензию, то есть сертификат на мои именные номера. Меньше меня пугало, конечно же... Sorry, you're on the court property. А, Yeah, to be off court. down, it's all right? Yeah, yeah. Thank you, sorry, sir. Короче, даже суд у них, это своей частной проперти, поняли, да? Короче, момент какой? Номера остаются мне, придется мне заплатить за судебные издержки и за переводчика около 100-120 фунтов, и штраф получается еще 150. Нет. Вынесли какой приговор? Приговор, как это звучит страшно, не дай бог. 350-360 кругом-бегом. То есть 150 фунтов штраф оказалось. Номера остаются мне, лицензию, этот сертификат не забирают, все, что хорошо. Штрафные пункты не дают, тоже очень хорошо. И вот с 360 минус 150, где-то 200, это судебные издержки и все такое вот бла-бла-бла. Ребят, погнали отсюда, очень вспотел, жарко, эмоционально и все такое. Погнали, пока я вам покажу, чтобы вы знали, что не стоит делать с номерами, чтобы не попасть в такую же ситуацию, как и я. Вот как в идеале должны выглядеть номера. То есть 2 буквы, 2 цифры, space и потом еще энное количество. То есть на практике 3. Но чем дороже номера, тем меньше букв и цифр. Но опять же, после любой цифры всегда должен быть space. Если в случае вот этого Мерседеса C серии C63, вы видите, у него после O space, C63 и снова space. Это нарушение раз. То, что у него напринтовано 4D, это 2. Но хорошо, хоть не тонировано. Ну и что, my people, подведем итог. Мораль сей басни такова. Если ты хочешь ездить с мокрыми ладошками или мокрой жопой, как говорится, тонируйся в круг, что-то твори с номерами, это твое право. Но знай, что нарушение влечет за собой всегда ответственность. Либо по кошельку, либо еще более сложнее будет наказание. Так что, друзья, соблюдайте правила движения, не нарушайте, и у вас будет все хорошо с нервной системой. И еще, ребята, с вас лайкосик и подписочка. Приеду домой, проверю. Я знаю, где ты живешь.